Блин. Следак, я сейчас проверил, идет. Ребят, у кого еще не идет стрим на ютубе? Вот я сейчас зашел на ютуб. Вот он, я прям в моменте стою, остановился. Блин, ну это полное говно, согласен. YouTube, что показывает? 60 FPS, 17 минут уже стрим идет. Там страницу надо обновить. 17 минут показывают, что уже идет стрим. Дарья, привет. Ребят, все, YouTube нормально, да? Там надо обновить принудительно. Почему? Ну, я резко так... Я обычно, прежде чем запускать стрим, 10 минут еще готовлюсь. Следак, угу, спасибо. Прикольно. 18 минут стрима Ютуба уже прошло, причем вся запись есть 18 минут. Вот потом, когда запись выйдет завтра, включите, посмотрите первые 18 минут. Все есть. Просто он вам его не выводил. Ну, то есть, я понимаю, да, такое возможно. А почему? А черт знает, ёб. Синхронизация, десинхронизация, всякое говно, блин. Кому-то идет, кому-то не идет. Из-за того, что я делаю ретрансляцию на много площадок, это имеет значение? Ну, конечно, имеет значение. Ну, вроде как уже давно устаканился, да? И чё, нормально. Вот через Twitch сейчас запускаю площадку. И чё? Блин, это классно. Представляете? Через Twitch реально стабильно идет ретрансляция на все другие площадки. Я прям в восторге. Насколько я помню, Рутуб раньше, год назад, вообще не хотел ретранслироваться, если на Twitch идет стрим. Сейчас вроде нормально. Может, глюк был? Да не может глюк был, а стопудово. Почему? Ну, если мне написал хоть один подписчик, что что-то, ёб, тут не так, значит, оно было. Чё, ребята? Ребят, ну, я тут, блин, вообще ни при чем. Я сразу запускаю, проверяю, да? Трафик отдается, все четко, картинка идет. Абдул, привет. ЮТХРБС, привет. Так, что мы сюда заскочили? Да вот таким идиотизмом, да, заняться. И все, и уезжаем. Переодеться. А то там я вообще бы замерз за секунду. Не успел бы даже переодеться, блин, помер бы. Дай совет, какие моды на дрона собирать? Хорошие. Все. Могу дать совет по дрону. Ребят, не собирайте все подряд. Поначалу точно. У вас просто не будет ресурсов все подряд собирать. Поэтому выжидайте. Нужна бум-палка или диверсант. Раз. Два. Какие-нибудь пули. Бронебойные или огненные. Ну и три. Какая-нибудь панель. У меня, которая большая, она визуально может и не самая большая, а по факту она самая крутая. Нифига не две панели, которые одну запускаешь в подземельях, там в бункерах, а другую на наземном. Вот эта батарея. Она самая лучшая. Реально. Какая? Сейчас покажу. И чё? Пока эти моды не выбьешь, ничего не собирать, я бы не собирал. Диверсант или бум-палка. Страж есть у всех на халяву. Зажигательные бронебойные патроны, большая батарея. Все. Все остальное реально нафиг не имеет значения. Хотите топошного дрона, вот эти такие моды нужны. Сегодня так, блин, вообще через одно место стрим стартанул, ребят. Чё, блин, да блин, еще жара. Ничего, мы приехали только с женой, значит, часа в 3 где-то, в 4 часу. Пока чё кого отдуплились, лай вообще. И чё, ну и вот. В деревню к бабуле увозили мелкого. Поэтому вчера не было стрима.
Бумпалку вроде как за донат можно. Но можно и без доната прекрасно выбить. За донат все можно в этом мире. Ну, почти. В мире Лаздей, да. Все можно. Уже давно были добавлены всякие ящики даже. Раньше трансмиссии нельзя было за донат покупать, ребят, между делом. Я думаю, есть такие, кто даже не знал и не поверит. Нет, вот так было. Сколько угодно, давай доната, трансмиссию, фиг ты получишь. А как вот, а вот по новым правилам, да, спокойненько. Давайте вот эту включим штуку. И чё? Ну, мы прокатимся, чтобы это, не мучиться быстро, да? Зафигачим ящичков всяких разных. Лишь бы затариться побыстрее. Так себе, конечно, запись получилась. Достаточно сумбурная. Не судите строго, ребят. Ну, нормально. Что, продолжение выживания нашего новичка. Ну, честно сказать, я пока недоволен. Ну, ладно, посмотрим. Хоть какое-то разнообразие, да, просто вот. Спасибо огромное, ребят, всем, кто понимает. А зачем он вообще? Ну, а потому что. Вот, а так в целом, да, он такой туповатый какой-то, ёб. То есть чисто вот, да, вот думай сам и решай сам, что говорить. И он что-то вот не может. Ему надо это обязательно указку. По указке он действует. О, отлично, следак. Попробуешь? Давай сейчас буквально 5 сек. Тебе надо будет перезайти только. Да все просто. Неадекватов, да, блокировать. А все, что под сомнением, просто мут человеку на 5 минут минимальный делаешь и все. И чё? Ну и он уже, значит, отдуплится или не отдуплится. Чаще всего агрессивные застранцы, вот только попробуй ему мут кинуть, с него столько польется. 5 минут мут, ну чё такого-то? Нет, столько льется сразу, ой-ой-ой вообще. Сразу думаешь, о, все понятно с тобой, друг. Поехали, ребят. Один ящик есть, можно еще загрузить трешку, да? Посмотрите мне, как фартануло, круто. Дали мясо. Оружие мне не всралось, а вот мясо, да, очень даже. Это рыба. Едем вот сюда. Вельмир, привет, спасибо. И, блин. Все, на что надеялся? Я думал, я его как сейчас затараню. Да блин, ёп, отвалите. Начинается паровозик. Ну ладно, дрона вызовем там по месту, да? Куда доедем. И чё? И готово был будет. Блин, сейчас будет этот, да? Если я не ошибаюсь, Виндиго, босс. Опять же, дрон справится с ним вообще. На раз-два распинает. Давай пропускай меня. Шлагбаум, баум, баум. Блин, ребят, вот верите? Ёп, как будто первый раз. Как будто первый раз приехал сюда. Вообще не помню. Смотрите, как я сделаю сейчас. А, красота, ребят. Ну разве это не чудо нового Лаздея, блин? Вообще великолепно, да? Мелочь, а приятно. Приятная мелочь. Все, и ртом вперед, пока вызов дрона, да? Фигачу вот так вот. Фул зачистку, неаккуратную. Это привилегия моя, значит, и моего фантастического дрончика. А чтобы не ломали сильный шмотец, да, на максимум избегаем урона по своей шкурке. Следак, спасибо тебе огромное. В очередной раз за постоянную поддержку. За первый донат на стриме. Спасибо за 500 рублей.
Вот, ребят, просто, да, вот я изначально планировал, думал вовремя, да, там, стартануть стрим. А врать меня не учили врать, что я приехал в 6 там, и прям вот перед самым стримом я приехал. Если бы я перед самым стримом приехал, я бы просто его не стартанул. Почему? Жарко очень. И я вот этот весь говнючий, потнючий, да, сяду и буду, да, что-то утираться, вытираться, ее стрим, да ну нафиг, это жесть. Опять же, да, если кто-то там подумает, о, ничего себе, боярин. Комфорт любят все. А я уже говорил. Если обстоятельства так складываются, я буду работать вообще весь в грязи, в говне и насрать вообще. Если так складываются, к сожалению, обстоятельства, что поделать. Но когда есть выбор, блин, ну разве это не нормально, ребят? Вот. Поэтому я и говорю, часа в 3 где-то приехали. Но пока вот это все после дороги, вообще жесть. Я вообще не пере... Я помню, как мы командой по этапам России ездили. Ай, вообще. Хорошо, когда приезжали там за 2 дня до соревнований, за 3, чтобы банально вытянуться, чтобы все, да, вот. А бывало, мы прям приезжаем, а уже все, уже капец, уже команда зарегистрирована, и у нас буквально там, блин, 5 часов и все, уже начинаются соревнования. Это полное говно, конечно. Почему? Блин, человеку надо вот после дороги все-таки, да, отдуплиться. Сколько бы тебе годиков не было. Потому что это такая штука. Будет обнова, Ли? Ли, будет ли обнова? Обнова точно будет в этом году, ребят. А летом она будет или 1 сентября. Блин, ну наберитесь терпения. Я думаю, она не будет никаким летом. Ну, может быть, в августе. Прям на день рождения мне. Может быть. Но нет, ребят. Почему? Разработчики тоже люди. Если вы еще юный, объясняю, как значит устроена система отпусков. В отпуска уходит летом. И не обязательно государственная компания. Коммерция, как компания Кефир, тоже летом. И чё? Ну вот. То есть, понимаете, сейчас, грубо говоря, вот постоянный неполный штат, да, у кефировцев. Одни в отпуске, приходят с отпуска, другие уходят в отпуск. Поэтому не знаю, ребят, не знаю. Ой, а я чем только не занимался. И легкой атлетикой, и биатлоном. Но вот я конкретно говорю самым шикарным видом спорта, где я достиг минимум. Поэтому он для меня самый шикарный. BMX был. BMX. Ну я на самом деле на таком говне гонял. Вообще. В свою защиту скажу. Я бы достиг гораздо большего. Если бы я весь такой был красивый. И родители могли бы обеспечить этот вид спорта мне. Ну, увы, не могли, что ж поделать. Видар, спасибо тебе огромное за поддержку. В очередной раз за постоянную поддержку, за донаты. Привет, Харди, привет всем. Эй, блин, лежи. Не... Как вы задолбали, мужчина. Да ладно, следак, справишься. То есть все то же самое, следак, все то же самое. Просто иногда вот бывает, да, там прям вот совсем не хватает, и кто-то из модеров пойдет на другую площадку. Я понимаю, насколько это напряжно. Стрим на 4 площадках идет, ну это жесть. И чё, ну так просто увидел, что кто-то вот просто написал там какой-то мат, оскорбление, неважно в чей адрес. Оп, без фанатизма, следак. Не так, что там прям вот стрим не смотрим, только следим за чатом. Да, я думаю, жарко сейчас много где. Хотя где-то дожди, да.
Где дожди, где жарко. Блин, я топлю вообще, я не знаю, за среднячок такой некий, да? Когда, значит, во все тяжкие, ёп, или туда, когда бросает. Это вообще грязь. Мне нравится некий баланс. Да? Летом какая температура нормальная? Ну, градусов 20, я считаю. О, вообще, шикарное лето. Надо же, чтобы водичка прогрелась. Согласен, да, вот единственный косяк, да, чтобы водичка прогрелась, 20-очки-то мало. Опять же, да, уже миллион раз говорил. Если у тебя, значит, жопа твоя под кондиционерами, дома, в машине, в другом заведении, где бы ты ни пребывал, тогда ёб, для тебя нет плохой. И вообще есть такое выражение, ребят, у погоды нет плохой погоды, блин. Есть обстоятельства. Ты сделал все, чтобы они были кайфовые и комфортные в твоей жизни. Тогда все отлично. У тебя не будет плохой погоды. Ни мороза, ни жары. У тебя всегда будет блин, Merry Christmas. Да? Куда ни плюнь, везде у тебя будет праздник. Ну, Риктик, привет. Знаете, мне больше всего не нравится какой эффект. Когда вот дожди охлаждает, это классно. Но если вот чуть-чуть, да, вот чуть-чуть, ёб, кап-кап, что-то там пукнул, воздух сотрясает, то тогда получается эффект бани. Оно кап-кап и начинает испаряться. О, блин. Какой кайф, ёб. Не, если дождь, то надо, чтобы прям хороший был, чтобы он действительно остудил, да? Если не остудит, прям вот остудит. А, ну нафиг. Лучше уж пусть не начинается. Привет, Игорь. У меня 5-го день рождения будет. 5 августа. Отдайте ящик, отдайте. Вот он прям, я его вижу. Опачки, ребят, смотрите, там вон еще шляпа, да? Все здесь. А у меня только одно местечко. Ой, ах. Так, а чё, ёп, пускай говно. Блин, не помнишь? Не помню, ребят, где здесь проход. Ладно, поехали дальше. Зимой в одних трусах могу ходить. А, да, вот тоже кайфовая штука, да? Когда, значит, вроде зима, а солнышко светит и все чики-пуки. Тоже прикольная тема, согласен. Давай, стреляй. Что там? Давай. Отрабатывай, блин, соляру и бензин. Бензин нынче в дефиците ее. Мрак. Ужас. Отвратительно. Безобразие. Все как бы достаточно. По моему комментарию, что я об этом думаю. Да. Давайте мы не будем, ребят. Ящики всякие облутаем, но не будем включать вот эту вот штуку-дрюку. Сбегутся вот эти бомжи, ёп. И начнется, чё попало вообще. Безобразие и беспредел. Нафиг надо. Не, просто вот забираем ящички, да, и готово. Хотел бы рейдить настоящих игроков, или это нереализуемо? Слушай, вот для разработчиков абсолютно нет ничего нереализуемого с их проекта. На чем вот это вот, ребят, вот скажите вы мне. Это Unity или Unreal? Я правильно понимаю? Скажите, кто пытался разобраться. На чем лазды? Мне кажется, Unity или Unreal. Движок. И чё? Они что хочешь тебе могут реализовать ее. Что хочешь. Тут вопрос, они будут это делать или нет. И вот тебе ответ мой. Я думаю, не будут. И правильно. Почему? Это риски и риски. Это дичь. Вы понимаете, это дичь. Это такие риски, что из 150 миллионов игроков останется 100 миллионов. То есть суммы могут быть катастрофические в потере. Потому что разные вещи. ПВП игра, ёп, и не ПВП игра. А Last Day полюбился игрокам за то, что ты ни с кем не... Тебя никто не торопит. Ты в своем темпе выживаешь в эту игру. Добавь сюда ПВП. Это как ни крути, это уже будет спешка. Тебя будут принудительно торопить. Что-то делать.
Поэтому нету здесь открытого ПВП и никогда не будет. А рейды баз игроков, настоящих, ответки, это оно. Это ПВП, ребят. Поэтому нет, я думаю, не будет. Давайте сделаем вот так, ребят, да? И фантастически. Ёп, я где-то в центре нахожусь. Вообще, лучше вот так выйти. А я хотел бы или нет? Нет, не хотел бы. Я отношусь к тому большинству, которое начало играть в эту замечательную игру не за ПВП. Ни в коем случае. А чисто такое человое, значит... Блин, вспомнил ее. Значит, вчера мне ребенок в деревне. Чего он мне такое ляпнул? Не, пап, я сейчас не хочу чилить. Пойдем в войнушку играть. Я чего ты сказал? Ну, чить. Я чего? Чить, не хочу чить. Пойдем стреляться. Грязь вообще. А что ты еще за слова знаешь? Ну-ка расскажи мне. А где ты это узнал? А я не помню. Я думаю, понятно. Это твоя тема, твое время, твои слова. А кринж, знаешь, что такое? И он мне объяснил, что такое кринж. Я думаю, ладно. Говно вопрос. Блинчики. 6,5 лет, блин. Ну, самый прикол, значит, смотрю из садика, в группе садика, значит, у них там какой-то, ну, типа как просто, как не утренник, ну, что-то там сделали им. Все стоят. Все, блин, вот реально, вот 50 детей стоит, и один только под сигма-бой выплясывает. И так. И на асфальт руку ставит, пытается нижний брейкданс показывать. Блин, крес. Танцор, блин. Реально в маму пошел. То, что кайфует от танцев прям и это. И чё? Ну, захочет, будет танцором. И вообще. Лучше, конечно, спортсменом или там программистом. Ну, если ребенок захочет танцевать в балете, будет в балете. Привет, шанс на кота высокого ранга вроде как повысили. Ребята, шанс на кота высокого ранга повысить не могут, потому что изначально он был 100% этот шанс. Система выведения кошки кардинально отличается от собакиного. Нету никаких шансов. Никаких. Шерсть, медь. Нет, не отдам. Давайте вот так. Кошки 100% забирают опыт мамы и папы. И следующее поколение идет с более мощным, значит, мощным. Вот. Там же нету, ребят. Там нету этого. Так, провизия, значит. Запас шерсти, запас меди. Давайте так. Кошки, у них другая вообще, другой принцип. Да ты, ёп. А, чё я туплю-то? Блин, балбес. Вот это нам было вначале слить. А чё, видели? 70 очков не хватило. Все. Вот так, увы, ах, ребята, дешевая, дешево. 15 левел, фиг я возьму, блин. Ау, блинчики. Беда, беда. Просрал событий. Ну и ладно. Что поделать. Не первый, не последний раз, ребят. Ничего тогда. Ну, беру вот так красиво. И вот тут я задумался. А что тут, ёб, задумываться? Рыба? Да нафиг она всралась, рыба. Вот тогда. Не еще 65 очков. Ну, блин, вообще. Вариантов мне не оставляют, ребят. Забираю рыбу, рыбу. Опа, вот и дождичек пошел. Слышите, да? Так. Целые 14 очков, ребята. Вот этому персонажу вот абсолютно ни черта не надо, блин. В этом плане ничего такого. В разведке за новичка забрал 6-8 фиол схем. Красавчик, поздравляю. Это прям нормалды. Это прям, да, неплохо было. Я же говорю, кто участвовал, тот собирал. Ёп, ребят, 5 сек.
Чё, да сейчас сдует меня нафиг. Ничего себе. КТ обосрался, бедолага. Блечки. Реально, да. У кота уши прям в голову. Они у него и так... А тут вообще аж вмялись в голову. И глаза такие. Чё, ну животные, они чувствуют же стихию, да? Истинную мощь, так сказать. И на меня смотрит, сидит. Что балкон открыт. Леночки. Грязь, блин. Животина. Печка, а можешь отключить и помощника, она подбешивает. И Егорка, блин, вот веришь, вот ты понимаешь, в чем прикол выживания этого, именно вы помощники. Егорка, ты можешь посмотреть прохождение сурвивалки. Никакого ИИ не было. Еще один новичок перед ней был. Не было. Ответишь? Обязательно отвечу, но смотри, в чем прикол. В основном все сидят на Ютубе, на ВК, на Рутубе. То, что на Твиче там мало людей, это не значит, что вот ты да я, да мы с тобой играем сейчас на стриме, да? Я твой фанат. Ноин 2000. Я надеюсь, ты меня услышал. Спасибо тебе. Так, ну чё, ребят? Мне кажется, нормально затарились. Поехали отсюда, да? Ваня Амбулов. Вань, вот, блин, вот честно. Годиков тебе мало, такие глупости говоришь. А в современном мире, к сожалению, так это вообще не смешно. Оу! Чё это такое? Это да, ребят, это да. Дима, привет, потихонечку, а ты как сам? Вот скоро, может, в гости приедет замечательный человек, если получится у него, конечно. Ну, кто знает Алкома, да? Алком из Германии. И вот заскочит ко мне так. Чё? Вот так. Давай за них, давай за нас. А может, не получится. Почему? Ну, нифига себе, не ближний свет-то ее. Куда дальше? Ребят, давайте посмотрим, куда дальше. Все, здесь обкакался. Ну, постараюсь не обкакиваться. Блин, вот эти два собакина тоже. Ой, как нужны, капец. И вот эта комната между делом, да, ребят? Вот делать ее просто, это вообще нереальная дичь. Вот тут ее забирать надо. Сезон аномалий. Сезон аномалий. Там тоже котейков добавили. Есть резон делать, да? Собаковод. Полицейский. Ага. Угу. Ага. Угу. Блин. Так, ребят, думаю. Значит, смотрите, у нас сезон аномалий, да? И. Блин, давайте в погоне за удачей. А не, зачем? Че я туплю-то? Мне не нужны ротвейлеры. Все, это для меня пройденный этап. Мне нужны кошки, сэр-бернары, доберманы и автовыбор нажал, ребят. Первый раз в жизни. И второй раз. Сэр-бернары, доберманы, модификации для дрона.
И котейки. Вот 4 вещи, которые мне нужны, да, моему персонажу. Давайте вот сюда заскочим. Посмотрим, что-то изменили по наградам? Нет? Прям интересно. Не град, просто это. Просто так это, подоконник так бестолково сделан. Хотейка-то съемная. И чё? Подоконник бестолочи делали. Не в обиду будет сказано этим чудо-строителям, но подоконник надо красиво делать. Надо пропенивать. Много ума не надо, ёб. Просто запенить и потом его посадить. Чтобы дождь, когда идет, он не стучал как барабан, ёб. Та же тема с ваннами. Та же самая. Чтобы ванна не стучала как колокол, ёб. Просто пропенивать надо. Я чуть-чуть работал в стройке, и то, блин, эти вещи успел схватить и понимание какое-то хоть. Ну да, если я водопровод тебе буду делать, то это как бы еще та затея. Че, если говно всплывет, блин, туда на обратку пойдет, ты меня не вини. Ну какой я водопроводчик? Электрику еще более-менее могу сделать, но водопровод нет. Ребят, я предлагаю пофигачить боссов и забрать схему модуля дрона. Она мне нужна. Почему нет? Что я не понял? Что я не понял? Вы видите, ребят? Все награды, все награды. А, что ты, ёб, не понял? Все правильно. Если без золота обсеришься, ты все награды, все награды. Да. И еще один прикол. Почему мне вот это событие сейчас, ну, в принципе, можно попроходить? Потому что у нас вот здесь есть забавная такая штука, да? А чё нет? Вот эти головешки. Соответственно, чтобы их забрать, надо именно на кошмаре боссов, да, фигачить. Поэтому давайте, ребят, да? Давайте сделаем кровоглотика сейчас красиво. На кошмаре. Заберем модификацию дрона. Потом еще успеем чуть-чуть за уникальными застранцами поохотиться. Поехали домой такое. Четко подготовимся. Котейков загрузим, да? Которые только что новых добыли. Блин, в комнате прям ад начинается. Как только окошко закрываешь, все прям... вообще. Сэр Бернары. 7. Доберманчиков 8. Я коплю, и потом будет эпический, фантастический ролик, ребят. А, поселение показал. Ноин. А чё его там показывать? Все в топ собрано и все. Я не знаю, что там еще показывать-то в поселении в этом. Сезон аномалий, ВССик, да? Блин, давайте по пути, ребят, да? Прицепом. Одно другому не мешает. Вот, ребят, кстати, видел, там бета-тесты снимают, все дела. Не знаю, насколько будет оптимизирована, значит, данная игра. Какая? Rust Mobile. Но я с удовольствием сниму ролик. И если он хоть как-то себя, хоть как-то покажет, может и повыживаем даже. Чё там? Чистое ПВП. Но великий ужасный Rust — это Rust. Это Rust. Да ладно, Dark Cool. Я просто играю уже не пойми сколько. Много. То есть old, мягко говоря. И очень жестко, потому что я необычный old. Я же еще и ролики снимаю. То есть когда уже, казалось бы, любому человеку, блин, надоест, я продолжаю. Почему? Потому что я еще контент снимаю попутно. И в результате получается, что я прям задержался. Очень круто, да? Верный друг жрет, ребят, и не ломает условия. Блин, вообще великолепно. И дрон то же самое, да? Если я не ошибаюсь. Давайте вот прямо сейчас проверим. Не помню, забыл. Недавно вроде ролик этот снимал. Да? Вообще грязь. Просто безумно крутая грязища. Дрончик тоже фигачит и насрать, да? И не надо мне никакого оружия, чтобы это условие выполнять. Все готов был. Забрать. Кровоглоти. А, вышибала. Вышибала. Сейчас играю в DOS.
Аниса, спасибо. Не, я не буду сейчас возвращаться, ребят, в DOS. Я сейчас Grim Soul и Last Day снимаю, да? Ну, в основные игры. Что-то добавлять, куда-то возвращаться, не, это жесть вообще. Я и так не успеваю. Вот, Колян, по поводу ИИ, вот этого контента нового. Я и так уже ограничил его. Ну, просто, чтобы какое-то было разнообразие. Иногда очень даже смешно. А иногда вот завтра будет достаточно тупорылый анекдот. Я его не догнал вообще. Но, значит, иди и сам посмотри пароли от Бункера Альфа. Мне вот это понравилось. Ну, она сильно не мешает. Ну, так вот, по-честному, да? Че, она сильно мешает, что ли? Я ее... убираю на максимум. Кого? Ну, яишку, чтобы она не мешала, да? Поместить в манеж. Ну вот, по поводу котейков, ребята, у них нету рандома. Нету рандома у котейков. У них абсолютно фиксированная, значит, прокачка. Я уже снимал наиподробнейший гайд. В ролике участвовало около 300 котят, там, 200 котят. У меня места просто не было. Все до миллиметров, всю механику показал. До миллиметров. И чё? Поэтому я сейчас не буду на стриме тратить время на эту ерунду. Есть плейлист гайды Last Day. Там можете найти про котейку. Все, повторюсь, до миллиметров. Кстати, да, вот сейчас он типа всасывает вот от этого оружия. Так? И чё? Блин, ну на вот этой винтовочке-то он вообще офигеет. От моей-то красавицы. Где ты, красавица, блин? Вот-то она красивая. Красивая, молодая, блин. Какой блюстак у тебя? У меня LD Plower, ребят. Не новая версия. LD Plower, не блюстак. Я на блюстаке давным-давным-давно играл. И чё? Ну и перестал, перешел на LD. А теперь назад не пойду, зачем? Что то, ёп, все одинаково. Ну, я так считаю. Они все ее одинаковые. Чё воздух сотрясать просто так? Что настроил ты под свой компьютер? Все, то и благо для тебя. Нету никакого этот лучше, этот хуже или еще какого-то вот этого детского садика. Все они плюс-минус одинаковые. Важно, что ты сможешь оптимизировать, настроить на своем, значит, домашнем компьютере. Что настроишь, с тем и играй. Тебе не надоел Last Day? Dark Cool. А я и не сильно играю за своего персонажа уже давным-давно. Ты понимаешь, в чем прикол, Dark Cool? Я ролики снимаю. Это совсем другая вообще петрушка. Я не просто выживаю, я ролики снимаю. То есть в основном-то я контент снимаю. Михаил, привет. Игорь, ты бы оставил кота, который приносил палец от БА на 5 уровне, или скрещивал бы дальше? Тимча, палец от бункера Альфа у кота. Ты чё, угораешь? Не надо его менять. Вот если ты топ, вот ты топ, ты уже сам, ты не задавай вопросы, ты сам решай, что тебе надо. Но если тебе еще есть к чему стремиться, палец из бункера Альфа кот приносит. Это огнестрел раз. Сталь 2 и еще куча по мелочи ресурсов там. Нет, я бы не менял его. То есть если сурвивал этой, значит, мужчину выбит у нас подобного котика в своем выживании, я не буду менять. Это очень крутой расклад, я считаю. Палец от бункера Альфа. Тут просто надо знать, что в этом пальце есть. Ну вот я говорю уже. Так, все, готово был, да? Что там еще надо было? Еще этот попутненько, да? Бронированный застранцы, не бронированный. Вот тут у меня дробаши. Раз дробаш, два дробаш. А с геномом как у меня дела? 400. Копим. Копим дальше геномчик. А на новичке когда коты будут? Я не знаю, поживем, увидим. Новичок только-только стартанул.
Я вот так вот протиснулся, блин. Кстати, мама подумала, когда ты говорил писец в видео 3 топ события. А я вообще не говорил такого. У меня нету слова писец. Нет? Нет. Ноин 2000. Напиши мне название ролика. Напиши мне. Я просто реально знаю, что я не произносил таких слов в видосе. Вылетело где-то что-то там. Надо посмотреть. Но я не произношу подобное. Почему? Ну, это капец. Я говорю ёп. 2 буквы. Ё и П. И это абсолютно нормальное для русского языка выражение. Там про маму, да? Такое, ну, взрослое такое, без мата. То есть это не литературное там про кабеля там или еще что-то, да? Что тоже режет слух. Но вот это, то, что ты говоришь, нет, такого не было. Реально. Название ролика, если ты мне напишешь, Ноин 2000, отлично, я посмотрю. Ты меня прям заинтриговал, да ладно. Что-то не помню. И близко. Ну, ты вот пишешь 3 топ события. Блин, вот просто не обломайся мне название полное скинуть. Только не ссылку на ролик, я по ссылке не перейду. Не обижайся. Я обязательно посмотрю прямо сегодня после стрима. Почему? Ну, я же говорю, ты меня прям заинтриговал. Ребят, было такое? 3 топ события, и я там говорил слово писец. Это такой зверек, да? Что я не помню. Не помню, не помню. Я подобное слово вообще не употреблял никогда. До вот сейчас. Ответа на вопрос подписчика. Так, расходники, запчасти. Поэтому я и хочу посмотреть. Если там было что-то подобное, то там было то самое. Да ладно. Я при монтаже хорошо монтирую звуковой ряд. Оно не может остаться там. Если я обкакался, ну вот просто, ёп, ну не может. А маму твою можно понять. Она тебе запрещает идиотов смотреть, которые, значит, тебе плохо в мозг сделают. Ну, либо просто дяди, которые ругаются, как Куплинов, да? Почему? Ну, ты успеешь еще набраться. Много ума не надо научиться маты говорить. Да? Жесть какая. Ну, в свою защиту скажу, ребят, это совсем другое слово. Я и близко не пытался, значит, слово писец сказать. Да, да. Я говорю, я не употребляю такие слова просто. Никогда и не употреблял. Поэтому да, это интересно. Неужели я где-то ляпнул мат и просмотрел? Интересно, блин. А оружейный шкаф еще где-то достать можно будет, кроме как донат. Хотя там еще не встречал. Вейле Дивайн. Оружейный шкаф точно можно будет достать. Это вообще без вариантов. Когда? События определенные. А за донат все правильно. Я не видел его за донат тоже. Давай, давай. Вот так, еще. Блин, еще разулю. Так, стоп. Кровоглотика. Блин, не самый простой парень, кстати, ребят. Ну, я вот так считаю. Между делом, да? И, блин. Блинский блин. Знаете, такое впечатление, ребят, что это... Когда далеко стоишь, он меньше на тебя реагирует, да? Тоже слышал, да? Ничего себе.
Ладно, ребят, спасибо. 3 топ события, да? Ролик выходил недавно, обязательно посмотрю. И что, я вырежу, я уберу. Может быть, ребята, может. Я знаю фантастический русский язык. Я что, на Луне родился, что ли? Лунтик. Я похож на Лунтика. С утра, когда просыпаюсь, может быть. Но не... И что, я прекрасно знаю матерный русский язык. Лишний раз будет не лишним сказать. Ребята, если вы еще юный, и вы употребляете в свой лексикон мат, можете мне не верить, ради бога. Это не звучит круто. Это звучит грязно. То есть, понимаете, сразу вот сожаление и разочарование на вас, на постороннего человека, потому что вы ребенок, но вы уже вот замазались этой грязью ее. Понимаете? Это потом будет, потом. Оно обязательно будет. Тут не надо торопиться. Да? Конечно, у вас выхода не останется. Ты в любом случае вынужден будешь повзрослеть. Поэтому, блин, вот радуйся этой чистоте, пока она есть у тебя. Ничего крутого в матах вообще нету. От небольшого ума мы, взрослые, ругаемся матом. Некоторые лишь слова в тему. Они реально в тему. Да? Да, ну вот когда вот полный, значит, вот все, по-другому не скажешь. Это Есть даже классики, которые стихи писали, и это все хит на все время существования, значит, цивилизации. И они матом ой-ой-ой как гнут. Но там красиво это, понимаете? Красиво. Блин, и чё? А я сильно понимаю, мне, ребят, что Пушкин, что Кукушкин, вообще насрать, да? Да. У меня свой взгляд, включая на Пушкина. Молодец, конечно, молодец. Но я уже говорил. Когда ты как у Христа за пазухой, и тебе жопу вытирают, и все, у тебя ее есть, да? Чё не писать стишки? А когда ты, значит, в поле в тот же момент, чтобы семью прокормить. Ну какие тебе стихи к черту? Вот об этом и базар. Поэтому нет, я не сильно восхищаюсь. Совсем другие, значит, ребята, какой-нибудь там Толстой, Лермонтов какой-нибудь, да? Ну это совсем другие. Есенин, если я не ошибаюсь. Вот эти мне больше симпатичны, ребят. Не в обиду, значит, будет сказано. А, кстати, я вспомнил ее. Чё? Вспомнил классную, значит, историю из школьной программы своей. Когда меня в очередной раз к директору вызвали, потому что я начал спорить с учителем русского языка нормально, деликатно, с уважением, что это взрослый человек раз и мой тичер два. Но я не согласился с ней, что Пушкин прямо обосраться какой великий. Я ей сказал что-то типа, это давно было, что-то типа, вы извините меня, я бы тоже был Пушкиным, если бы я при таких обстоятельствах родился с золотой ложкой в жопе. За что меня отправили, значит, к директору. А что-то изменилось с тех пор? Нет. А почему должно что-то меняться? Я не спорю, все это классика, это все. Я не спорю, все супер. Ну прям обосраться, восхищаться, не. Ребят, я, значит, восхищаюсь теми людьми, у которых был низкий старт, и они из грязи в князи, как в сказке. Вот такими я восхищаюсь. Которым не от скуки ее что-то далось там, а от просто титанического, нечеловеческого, значит, труда, превозмогая все преграды. Жизнь тебе говорит, ты грязь, ёб, ты грязь, а вот фиг, а это бриллиант. Понимаете? Вот такое меня восхищает, без Б. К примеру, а вы знали, что, опять же, он красавчик, он молодец, кто спорит-то, ёб, Илон Маск-то. Но вы знали, что он не совсем в подвале начал свою компанию? Это утка, ёб. Да, да. У мамы с папой состояние миллиардное, ёб было. И компания стартанула не с пустого места. Я вам, как бывший предприниматель, говорю, попробуй стартани с пустого места. 90% в полной жопе. Почему? Ну потому что когда ни кола, ни двора, что-то единицы лишь реализовываются. Почему? Да это вообще, это жесть.
Тут не от твоего мозга даже зависит, и твоих сил, и твоего стремления. Тут и удача замешивается, и неудача, ёб. Столько всякого говна. И вот кому фартануло эти 10-5%, они идут дальше. Поэтому, да, я не восхищаюсь, значит, если ты, значит, с золотой ложкой в жопе, но ты при этом человек, а не уже испорченный, ты уже молодец, все четко. Если ты еще что-то где-то достигнешь, красавчик, но не жди, ёб, восхищения от таких людей, как я и подобных мне. А нас много. Да? Да. Будешь скромный, тогда, глядишь, и восхищаться будем. Да? А кому всралось твое одобрение? Вот и об этом и речь. Согласен. Можно и так. Можно и так. Тебе не надо, мне не надо. Разошлись, как в море корабли. Мы из разных вселенных. Значит, все типа того. Но при этом, когда все, ну, настолько прям вообще капец, ну, все же знают, как развращает, да, обеспеченный. Поэтому, если ты вырос уже человек, ты уже красавчик. Ты не виноват, что у тебя мама с папой тебе дали все, что только, о чем только можно мечтать. Если ты человек, все, молодец. То есть ты сопротивлялся самому гадкому в этом мире, деньгам. И стержень твой выстоял, красава. Но вот Пушкин, да? Вы знаете, ну, многие же знают, да? Насколько это был обеспеченный мальчик. Когда кто-то его прям кем-то это, не, я не в этом числе. Я не буду восхищаться. Молодец. То, что там дурью не маялся, а след какой-то оставил в истории. Занимался там, стихи писал, да, молодец, что. Многие его сверстники, уверен, занимались вообще полным говном. Ничем. Блин, да, конечно. Просто кайфовали. И все. Ребят, я думаю, последний разик и пойдем отсюда, да? Почему? Да что-то это, скучновато. Давайте еще, может, под конец стрима вернемся еще. Блин. А если вам не скучновато, ребят, тогда можно продолжить. Но нужен именно кровоглот, либо другое чудище, которое будет давать мне столько кошмар. Понимаете, да? Кошмар нужен именно. Да ну тебя, ёб, куда ты побежал? Чё ты? Какой ты вообще, а? Душный. Блин. А душный? Да нет, это просто. Это я подкалываю. Периодически мне такие говорят. Есть такие люди. Грубо говоря, если ты не делаешь так, как мне надо, и мне не угождаешь, значит ты душный. Понятно. Ясненько. Где брать винты для катера? Все там же. Стоки в порту. Доставки делать. И босс Бориал. Утка. Какая еще утка? Харди, куда можно без доната дойти на арене? Если все... Это было в роликах у меня. Это можно найти прекрасно. Если я не ошибаюсь... 6-й левел. Даже 7-й уровень ты не возьмешь без золота. 6-й уровень. 7-й, 8-й это рюкзак, да, конечности и скинчик зомби. Ладно, ребят, пойдемте, да, пойдемте все-таки еще поохотимся, там не поохотимся. Здесь, что, вот это вот, смотрите, да, я пофигачил сейчас кровоглотика на кошмаре. И что в результате? 6 из 25. Надо еще 19 кровоглотов зафигачить, чтобы вот эту головешку получить. Мода здесь для дрона, да, я хотел моду взять. Ладно, пойдемте поохотимся тогда, что нам кабанам. И чё, как... Там мы, в принципе, уже собраны. Прямо отсюда можно стартануть, ребят. Мы так только сделаем, да? 1 дробаш уберем. 2 дробаша уберем. Граник возьмем. 3 дробаша уберем. Почему? Да, блин, и так у нас все супер. Ребят, буквально 5 сек. Надо окошечко открыть, потому что вообще прям жесть.
Мне 11, я не любитель матов. Это хорошо. Хвала, значит, воспитанию твоему. Маме и с папой твоим. Харди, а игра развивается? Вообще отлично все у игры развивается. Но если ты наиграл 9 лет в нее, думаю, у тебя все есть. И для тебя это развитие просто капля в море. Игра развивается, продолжают выпускать апдейты спустя столько времени, обновления. И не просто какие-то там обновления что-то добавляют, ее перерабатывают, ребалансируют, отшлифовывают. И чё, это очень много. Казалось бы, да что тут можно? Все. Игра очень даже развивается. На радость фанатам, на зависть троллям всяким. А вот это, знаете, сидя с дивана, ну и чё за долгое время добавили? Это капец. Это просто депрессичные личности. У них каждый божий день все плохо. Да, да, таким, конечно, ты не угодишь. Ему что тортик, что говно на лопате, все одинаково. Вообще. Но, да, опять же повторюсь. В перспективе ты топы много-много наиграл. Этого недостаточно, что делается. Чтоб тебя прям держало. В стоках не дают. Кого не дают? Винт дают. Ребята, все дают. Только не так, как некоторым хочется. Ну, я зачистил стоки, что-то нет винта. Отлично, тебе не повезло. Но нет винт именно в стоках. Если ты вот так вот разочаровался после 1-5 зачисток, ну, ты катер вообще никогда в жизни не соберешь. Стоки в порту, повторюсь. Доставки в порту надо обязательно делать. Тебе нужен минимум 10 левел репутации. И босс Бориал. Все. И будет вам катер изи-пизи. Я вот за этого новичка обязательно катер соберу, который сейчас у нас начал развиваться. Всему свое время. У меня никаких сомнений нету. Я даже не напрягусь ни на секундочку. Вот так вот просто. И сделаем. Что его там ёб делать? Тут надо просто понимать, в какую ты игру пришел. Здесь шансы выпадения лута от 1 до 100. И если на локации нарисовано что-то, что там выбивается, это не значит, что тебе это стопудово дают ёб, на блюде, когда ты приходишь в игру. Вот, нарисованы ресурсы. Не значит, что ты обязательно выбьешь бинт, когда зачистишь эту локу. Это лишь шанс, вероятность. И чё? Ну и все, это самое главное, что надо понимать, когда ты в подобные игры играешь. Нет никаких гарантий, что ты что-то там 100% получишь. Играй, выживай и получишь. Но не 100% по щучьему велению, по твоему хотению. По твоему хотению и велению это только у мамы с папой можешь попросить. А все остальное уже все, приплыли. Начинаешь вступать во взрослую жизнь. Так, мужчина, иди сюда. Яростный, очень яростный мясник. Сейчас вот этот вот еще делаем контрактик, ребят, да? И чё? Ну и хорош. Пойдем транспортный хаб зачистим. Пытаем удачу. А где взять много карбона? Есть карбоновая локация, но она очень редко выпадает. Там карбон вот везде просто. Шучу. Не смешно, да? Берешь вот такой вот дробовик и разваливаешь на домашней локации в станке переработки. Преждевременно надо прокачать развал в полтинничек. И будет тебе карбон. Это раз. И делаешь это до тех пор, пока не выпадет событие Бункер Браво в календаре. Бункер Браво идешь, забираешь карбон. Также карбон надо забирать везде, где ты его увидишь.
Везде, где увидишь. Включая за прокачку сезонов, тоже дают карбончик. И вот капля за каплей потихонечку копится карбон. Место вот куда-то пошел и быстро нафармил просто не существует в игре Last Day. Это тот ресурс, который очень долго, сложно собирается. В поселении тоже есть карбон. Все. Ну, то есть, вот все, у тебя, ты выбил моду. Так, отлично, все. Сейчас все делаю, чтобы собрать карбон. Отлично. Делай. Посмотри все события, не события. Есть события еще. Лаборатория Генезис тоже хорошая. Там тоже будет тебе чуть-чуть карбона. Оно вот недавно было, уже закончилось, да? Разваливай огнестрелы, жди бункер. Браво. Все. А вот я хочу уже. Мало ли, что ты ее хочешь. Блин. То есть карбон это такая штука, ну мало ли, что ты захотел там. Вывод какой? Он чат читает? Нет, не читаю. Вывод какой? Модификацию на огнестрел вот Last Day собирается долгоиграющий. Не надо на ней зацикливаться. Все, хочу моду и только моду. Делай какие-то еще задачи, какие-то вещи, развивайся. И параллельно весь карбон, который тебе будет падать, да, ты знаешь, что он тебе нужен, значит, ты его забирай, где ты его увидишь. Параллельно будешь вкидывать. И моды постепенно собираются. Вот у нас новичок, сурвивалка была. Развивалась она, ну, год, грубо говоря. Она все собрала, кроме СВД. Все. Была хоть одна серия, где я усирался, бегал что-то за этим карбоном. Отвечу сам, не было. Не было. Если бы я усирался, что-то бы изменилось? Нет. Абсолютно ни черта бы не изменилось. Я просто бегал бы как дурачок и ничем бы не занимался. Еще хуже бы было мое развитие. Потому что я прекрасно знаю, карбон не ускорить, как тебе вот вздумается. Это долгая штука, долго. Заводские детали тоже долго, но гораздо легче, чем карбон. Там, где карбон, там и заводские детали. Но легче. Влад Титов, привет. Где пластины взять, короче? Какие именно? Просто поясни, потому что пластины разные бывают. Стальные, железные. Пластины надо в верстаке. Вот в этом верстачке вкидываешь нужный слиток, получаешь пластины. Алюминиевые. Опять же, пока не раскачаешься. Когда раскачаешься, алюминиевые пластины и так поселение тебе будет давать. Аноним, спасибо тебе огромное за огромный донат такой, за поддержку, за 750 рублей. Спасибо. Это... Вот, ребят, есть такое слово, не прикольно, но это факт. Last Day это гринделка. Понимаете? Ну чё это значит? Опять же, слово не прикольное. Это лут. Мы собираем, мы выбиваем, есть шансы. Не, блин, то есть тут нету никаких гарантов тебе. Нет, их много здесь гарантов. Но определенные лишь вещи. Ну, скажем так, карбон и все остальное, это тренировка перед совсем жестью. Почему? Что там его собирать-то, этот ёб карбон? Ты попробуй вот такой СВД собери. Чтобы вот эту СВД собрать, тебе надо много-много СВД вкидывать в станок развала. В надежде, что тебе выпадет модификация. И еще тонну огнестрела сюда добавь, всякого разного, чистого, красивого. Почему? Потому что тебе надо делать развалов хотя бы 4 без моды. И вот когда ты словил этот момент, 4 огнестрела и модов нету. Все, начинаем вкидывать СВД в надежде, что на 5, 6, 7, 8, 9, 10 выпадет хоть одна мода. Упала мода, все, рулетка обновляется, заново вкидываем огнестрелы, разваливаем, ждем 4 развала без модов. Вот это сложно, ребят. Почему? Потому что СВД нельзя просто взять и пойти нарвать на дереве
СВДшном, где они растут. У меня гайд подробный есть по СВД. Вот СВД это вот просто фантастический пример для всего остального. Если вы не можете справиться с карбоном, вас это там раздражает, бесит, я не знаю, вы пришли не в свою игру, короче. Сейчас буквально 5 сек, ребят. $30 000 килобит было только что. Сейчас, может, глюканул чуть-чуть. Стрим только что показывало 30 000 килобит. А это много? О, ошибка, видеопоток поступает. Сейчас восстановится, ребят. Скаканул этот стрим. У меня VPN бесится. Почему? Ну, он бесплатное, дешевое говно. А платное все, нафиг, я от них отказываться буду. Надоели, сколько можно. Вообще не работает, я им не пользуюсь, только деньги забирают. Зачем ждать 4 развала без модов? СБ 2000, посмотри мой ролик. Коротко объясняю. Для тех, кто не слушал. В станке переработки, если вы разваливаете чистый огнестрел, у вас есть шанс выбить модификацию. Тубус с модой. Моду. Но есть шанс определенный, 20%. 100 подели на 5, сколько получится? 20. Получается, плюс-минус, чисто математически. 4 огнестрела разваливаешь, и 5 якобы будет 100%. Он не 100% будет, но вероятность очень большая. Все, у меня все в ролике описано. Я показываю, я не просто говорю, я показываю, как я достаю из СВДшек моды, выбиваю и собираю топ СВД. Все. Вот зачем. Какое мне яйцо приготовить? Жареное или вареное? Ты себе сам жрать готовишь? Красавчик. Молодец. Вот это мужчина ее простет. Яйцо? Одно яйцо? Тебе 11 лет, ты одно яичко кушаешь? Ну ты уж давай не одно готовь тогда, а чуть побольше. Да? Ну хотя бы, я не знаю, 3-4 яйца. Ты же пацан, ты мужчина будущий. Тебе это вообще нормально. Я не знаю, сам подумай и реши. Сделай выбор самостоятельно. В 11 лет уже пора начинать. Аниме ЛДЕ. Да нет, почему просто скам? Просто, к сожалению, рынок заполонило их столько. И реально не понять, где нормально, где разводняк. Но да, по факту очень много говна. Откровенного говна. Просто эта тема востребована. И вот повылазили всякие засранцы на рынок, которые и близко не хотят что-то качественное. Им насрать, им главное бабки срубить. Обманщики, грубо говоря. Говори нормально, а не скам. Да? Ну, конечно. Это придумали засранцы завуалировать обман Швырялова, чтобы не так резко звучало в нашем языке. И чё? Ну, глядишь, проскочат, и никто не поймет, что они аферисты, обманщики, и место им в тюрьме. Понимаешь? Аниме ЛДЕ. Когда ты употребляешь на какое-то гадство вот эти вот западные словечки, ты помогаешь этим засранцам еще больше функционировать и работать. Ты смягчаешь углы, сам не осознавая этого. Называй вещи своими именами. Я понимаю какие-то современные молодежные словечки, что-то типа там чил, там этот кринж, да. Опять же, все с английского языка, ну да, почему нет, это нормально. А в моей, значит, молодости были другие словечки. Но вот все, что касается обманов, кидалов, швырялов, я считаю, надо называть вещи своими именами. Не помогать этим засранцам еще больше швырять, обманывать и кидать. Выше текст, там вопрос. Я уже не успею его. Он ушел и ушел. Если ты хочешь, просто повтори свой вопрос. Слайпоксайд, привет. Просто повтори свой вопрос и все. Олег. Харди, твое мнение о броне, что висит у ремонтного стола на заправке?
А ты не играл в игру, да? Ты не знаешь, что это за броня? Ребят, когда-то кратер не был кратером. Мы бегали вот в этой вот броне, которая висит над ремонтным станком на заправке. Вот и все. Понимаете? Когда-то это был... Ребят, насрать, я вот так действую. Почему? Вообще пофиг. Стандартно один раз пожрал, и мы его добили, да? Не останавливаясь. А когда контейнеры уничтожаешь, такая начинается катавасия вообще. Опа-на. А чё у нас тут молодой, красивый, ушки повесил, голодный? Блин, голодный, я не могу тебя это. Давай. А чё, у меня? А я думал, косточка не у меня, ребят. Вот, один раз дал ему пожрать, и все, и не жужжишь, да? Хотите, мучаетесь с этим двойным лайфхаком, так сказать. Я считаю, вот, я его потестил уже хорошо, этот лайфхак, ребят. Гемор какой-то, реально с ним получается. Еще хуже, в общем. Азазель, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Доброго времени суток, хорошего настроения. Спасибо и взаимно. Я потестил не один раз, ребят. Все, я сделал идеально. И чё? И он в любом случае, если у вас не будет какого-нибудь топшного скара, да, он в любом случае будет орать, вы его не успеете зафигачить, и будет он отжираться еще допом. Только вы еще и с индейками с этим мучаетесь. И чё? Вывод. Овчинка выделки не стоит ее. Вообще. Но это личное мое мнение. Паровозик тоже такая вещь, да? Кто-то его вообще не проводит, и молодец. Если ты не хочешь, не води паровозы. Каждому свое. Вот, ребят, вот эта броня была, это был отдельный сектор. Вот кто-то говорит бесполезно, опять же, на вкус и цвет. А мне очень нравилось. Мне не нравится кратер, но тот сектор 7, который у нас был, это было прикольно. Не один ролик я снимал, я реально бегал. Потом сделали поинтересней. Сектор 7, но еще и там клановая тема была. Да, вот это уже прикольно, уже дальше пошли разрабы. Как сейчас вернут кланы? Между делом, ребят, кто не знает, в этом году система кланов будет на постоянной уже основе в игре Last Day. И чё? Я думаю, там обязательно будет какой-то апгрейд, какая-то сборка каких-то клановых зданий, да? Что-то типа того. То есть какая-то будет клановая база, я думаю. Мне ничего разработчики не сливали, поэтому я могу написать, сказать, что я думаю. Вот когда, допустим, уже есть какая-то информация, тогда я уже даже и сказать не могу, что я думаю, потому что да. Мне нравился сектор 7. Подбешивала вот эта медленность, но в этом была романтика. Ну вот, поэтому, кто не знает, на заправке рядом с ремонтным станком именно оно. Это бывшая броня, значит, из сектора 7. Мне нравилось. А есть вот игроки, кому ну никак не заходила эта тема. Я не спорю, механик в секторе 7 в миллион раз больше. Это отдельная игра вообще. Но вот в этом и прикол. А она нужна, эта отдельная игра? Мне вот нет. Я не хочу играть за еще одного персонажа. Кому-то по кайфу. Я вот ничего кайфового в этом не вижу. А поначалу, ребят, я снимал, как и должно снимать ютуберу, который снимает Last Day. Это раз-два. Мне было интересно, потому что это была банально обнова. Я ее просто снимал, потому что это новая обнова, ёп. Интересно посмотреть, механики, пощупать все, что сделали, как сделали. Но вот оставаться там, это уже нет. Извиняйте. Я не настолько восхитился, чтобы прям там играть. Говорю, ПВП, да, вот ПВП бы отладили, чтобы читеров не было. 2 часа не надо было ждать, чтобы заходить в ПВП. И уже другой раскладик, уже можно было и поиграть.
Одно время было, недолго. ПВП ждали 15 минут. Была такая тема, ребят, если вы не знаете, если вы пропустили момент. Сколько? Я не знаю, ну, допустим, 3 месяца висело это, месяц. Реально, доступ в ПВП в кратере был каждые 15 минут. В бой можно было заходить. Это было неплохо. Нет, DOS в ближайшее время не вернется, ребят. Почему? Да что-то как-то я не очень. Нойн. Мне приятно, что тебе нравится больше смотреть меня, чем другого ютубера. Но давай мы засирать не будем никого. На вкус и цвет товарищей нет. Одному одно, другому другое, да, интересно. Что-то там опять про пластины. Ёп, я ж тебе ответил уже про пластины. Подходишь к верстаку и готово. А потом обижаетесь, что я не отвечаю. Я на многие отвечаю, просто вот прослушал и все, и человек фигачит про эти пластины. Это я отвечал. Почему стрим начался заново? Что произошло? А что, начался заново стрим? А что произошло? Ничего не произошло. Как площадка каждая среагировала, так среагировала. Какая-то площадка, возможно, и стартанула заново. Вот ВК не стартанула заново. Ничего нигде не стартанулось заново. Это у тебя что-то глюкануло. Перезагрузи страницу, обнови. Обновить страницу, это же вообще, ребят, это уже вот просто, да, норма. Если у тебя что-то зависает, обнови. На компьютере Ctrl F5, обновить кэш страницы. На телефоне вон, свайпни в одну из сторон и дико обновляется у тебя connection. Ну и т.д. и т.п. Карди, была обнова, в которой убрали винты со стоков. Они теперь только с доставок и Бореала. Серьезно, что ли? Аниме ЛДЕ. Это кто такое сказал? Блин, вот, ребят, я могу более агрессивно сказать. Но знаешь, в чем прикол аниме ЛДЕ? Вот ты сейчас вот ляпнул такую ерунду, может, ты и раньше об этом писал. Есть вот некоторые, значит, подписчики канала, они такую ерунду несут. И я когда дошел, значит, за новичка, за сурвивалку, до всех этих моментов, и про винты, и про... Вот просто вот все в щепки разнес, всю эту туфту. Поэтому ты уж не обижайся, я не видел, чтобы разработчики сообщали о изменениях выпадения винтов. А то, что ты вот сейчас такое говоришь, это вот просто вот, ну, ни о чем информация. Что-то там кто-то убрал, там, теперь там, туфта. Наш новичок когда дойдет до катера? Не знаю, но я уверен, что мы выбьем винтик. Кто такой вообще ляпнул? Блин, ребят, вот кто слушает вот эту вот ахинею, не слушайте. Просто шанс выпадения винтов, повторюсь, он не такой уж и козырный. Но если ты будешь развиваться, они тебе обязательно выпадут в стоках. Это раз и два. Репутация нужна. 10 левел, не меньше. Не меньше. Вот, поэтому аниме ЛДЕ. Давай не наваливай такую информацию волшебную. Это ерунда. Ты только путаешь людей, новичков. Разрабы ничего не писали. Значит, это просто вот левая туфта. Если разрабы пишут, что что-то там меняется, другое дело. А они всегда пишут. Они всегда пишут. Если какие-то серьезные изменения, несерьезные изменения лутов и т.д. и т.п. Они говорят об этом. Поэтому, ну чё, блин, фигню-то говорить. Ремонтный стол побыстрее лучше собрать? Если сможешь, конечно. Ремонтный стол, он вообще меняет твое выживание в Last Day с ног на голову. То есть вообще совсем другая игра будет с ремонтным верстаком. Это очень крутая штука. Very Bad Gamer, привет. Дальность атаки, да, ребят? Они даже не реагируют, стоят, не шевелятся. Вообще огонь. Транспортный хаб с какого левела проходить? А как только, так сразу. Как сможешь, так и проходи.
Тут вопрос, а тебя вообще впускают в него? Транспортный хаб это топ-локация. Сюда новички не могут попасть. Надо дрончика собрать, прежде чем ты сюда придешь. То есть тут вопрос не в том, что, а в том, что. Ну, ты можешь его фармить? Ну тогда фарми, что стесняться? Что ждать-то? А у тебя есть другие интересы? Ну тогда забей. Когда ты поймешь, что тебе нужен именно транспортный хаб, ты в него придешь. Нету никаких надо, ребята. В этой игре и во всех остальных играх нету надо. Кому надо-то? Да насрать всем, чем ты будешь заниматься. Тебе что надо? Что ты в данный момент собираешь? Вот человек моды собирает. Отлично. Ему нужен карбон. Все, я уже сказал быстренько, где его можно достать. И тут же добавил. Лучше, конечно, собирать моды вместе с чем-то еще. Вот, моды и тут еще какая-то задача. Потому что чисто моды ты будешь просто вот стоять на месте, ёб, вот так вот это будет выглядеть. И перекладывать лут из ящика в ящик. Ты не ускоришь те процессы, которые есть в игре уже. Они есть по определенному времени и есть. Нельзя пойти добыть определенные виды ресурсов, вот как дерево или металл. Вот самое главное, что надо понять. Есть дерево и металл. Хочешь миллион, без проблем иди и фарми, пока не усрешься. С карбоном так это не работает. Хотя ты можешь прекрасно фармить много, очень много огнестрелов. И все в развал. И вот таким образом ты ускоришь свой карбон. Но, сразу скажу, да это жесть вообще. Есть другой, хороший, замечательный вариант. Значит, оставляем огнестрелы на лабораторию, на бункер Браво, вот здесь, на другие события, где будут давать тебе карбон. 1-2 штучки, все хорошо, все в тему. И что? Ну и все. А весь остальной огнестрел в фарме мы разваливаем. То есть ты готов уже к событиям, где есть карбон, а все остальное в слив. Либо другой путь. Ты можешь карбон этот слить, отдалить себя подальше, но это только для начала так кажется. И впуливать в развитие поселения, где будет стопроцентный карбон. Впуливать в события, где дают кошек, потому что в кошке можно выбить карбон. То есть схема просто не такая вот банальная, да? Оно как бы сложнее, ты будешь делать те вещи, которые тебе сразу в моменте не дают карбон. Но это если не смотреть в прогрессии. И именно ты берешь этот карбон. Просто не напрямую к нему идешь. И тут много таких вещей, ребят, в этой замечательной игре. Я рекомендую, как обычно, проходим вот этот путь выжившего и как можно быстрее делаем шикарное поселение. Чтобы уже не заморачиваться за бензин и алюминий, дерево, металлы. Чтобы ты вот реально пришел к тому, что у тебя вообще уже все на свете есть, тебе надо совсем-совсем топ. Тогда ты спокойно сможешь выбирать, да, в каком событии поучаствовать и как поучаствовать. И участвовать ты будешь всегда, даже без доната, на 100 из 100. Вот, которого закончили, значит, развивать сурвивалка полностью без доната. Развилась в топ. У нее все просто космически. Вот у нее 0 огнестрелов. Я снимаю один ролик, одну серию, и у нее завален уже ящик огнестрелами. Никакие не рейды, а просто. Потому что она настолько развита, что она оп и взяла это. Моды все у нее были собраны уже вообще. Дальше просто невозможно. Так, ребят, просили показать поселение. Давайте покажу поселение. И что еще? Ну и сделаем, допустим, еще вот здесь один контрактик, да? И прокатимся еще на арену. Там закончим стрим.
Неплохо играешь для 8 лет игры, но все равно слабовато. Спасибо, Санек, спасибо. Я стараюсь. Что ж поделать, как есть. Я не вижу тут вообще никакого киберспорта, поэтому я не понимаю, что значит слабовато, сильновато. Мы все тут играем одинаково. Да, конечно. Что это, киберспортивная игра какой-нибудь? World of Warcraft, Warcraft, Dota, блин, я не знаю. Контра, нет. Тут вообще просто понятие слабо играет, сильно играет, его просто нету. В моем личном понимании. Вот, посмотрите, ребят, это топ. Ну вот, начиная отсюда. Каждый день ящик с оружием. 3 титана, 3 электроники, 3 карбона, 90 карбона в месяц. Понимаете, что? Ну, это топ. И что? Вон новичок бездонатный наш, сурвивалка. Очень даже красиво подошла уже близко к этой теме. И у нее уже и карбоны, заводская деталь, и титанчик падает, да? Алюминий, бензины. В общем, вообще, все, что надо ее. И это накапливается, накапливается и накапливается. До безобразия просто. Да, есть ложка дегтя. Я честно, я вот в ближайшие обновы, ребят, я все жду. Все жду. Но больше всего я жду, чтобы изменили поселение, потому что такой классный пласт игровой. Такая интересная штука. И банально каждый день, ну хоть одну экспедицию какую-нибудь бесконечную, жесткую, добавить в городе в призраке, разбитой станции, старом вокзале, за какую-нибудь награду. Чтобы можно было собирать отряд и участвовать. Потому что по факту, когда ты проходишь, да, все. Ты не можешь вот этими пацанами ничего уже сделать. Хотят добавить вообще систему наемников. Мы их будем брать, бегать в болото, там, в бункер Альфа. Честно, ну ладно, чё. Я считаю, этого даже не надо. Я считаю, этого даже делать и не надо было-то. Просто здесь хоть что-нибудь, чтобы можно было участвовать. Где достать кучу глоков? Бункер Альфа зачищать. Вот там куча глоков. Да, ребят, недавно, да, за новичка мне фартануло с тактическим рюкзаком. Дикость какая-то. Ну ёп, я миллион раз в этом ролике сказал, что ты не выбьешь так тактик. Не надо смотреть и думать, о, класс, все, теперь так и он будет. И показал, пришлось. Я не хотел идти в коммуну, но пришлось переиграть на ходу и показать, где реально достается тактик. Ничего сложного. Как и карбон и все остальное говно в этом замечательном мире. Было бы, ёб, желание. Тактик это коммуна, ребят. Тот нуб, который вам скажет, что это не коммуна, он просто вообще, он нуб. И я не понимаю, почему вы слушаете этого человека и как вы вообще его встретили. Да, ну конечно. Советовать, не понимая, что советуешь, это же вообще безумие. То есть, когда какие-то шансы, вероятности выпадения, да, это шансы и вероятности. Это как лотерейный билет. Ты хочешь купить машину? Отлично. Ты будешь на нее копить и зарабатывать? Или все-таки будешь все бабки вливать каждый божий день и покупать лотерейные билеты в надежде, что у тебя будет, ёп, сразу машина? Вот два варианта. Один будет к этому идти и придет. А вот ты придешь или нет, большой вопрос. Вот то же самое, ребят, я показываю в своих гайдах и в роликах. Я не показываю какие-то ее призрачные, волшебные варианты. Я не говорю, что вот тут. Я мельком пробегаюсь по ним и говорю, что да, может, тебе здесь вопрет. Но давай все-таки рассмотрим реальный, хороший, классный вариант. Где ты гарантированно получишь то или иную ерунду. Все. Как бы, да? Тут надо понимать. Спайк, здорово. А, чё. Это комплекты брони вот здесь у меня, ребят, между делом, да? Кроме того, который я вот только что вкинул целого. Они тут у меня все раздолбанные, разваленные, чтобы я, если что, мог это... Отдачу быстро, чик. И побежал с отдачей, да?
Где-то тут было немного арбалетов. Берем их и пойдем. Он не хотел, Спайк. Но я его уговорил вроде бы. Это ж, блин, главное, чтобы не напрягало, да, вот это модерство. Кирпич, да уже второй стрим. Я теперь все-таки буду на основе играть. Почему? Ну а почему нет? Слишком много новичка. Тоже плохо. Во-первых, он развивается тогда со скоростью света, этот новичок. Во-вторых, он приедается. И чё? Ну и самое главное, теряется, да? Что я в этой игре уже не первый день. И у меня есть тоже персонаж, как и у многих подписчиков канала Печка ТВ, развитый. Я его никуда не дел. И я хочу его дальше развивать. Просто ему не сильно есть чем заняться, да? Ну вот с новой механикой котейки, конечно, дофига чем есть заниматься. В каждом событии практически уже эти котики, где их можно выбивать. Но опять же, да, любой топ-левел скажет, а зачем мне эти котики с этой механикой, с этими ресурсами, которые котики приносят? У меня все есть. В точку. Ни зачем не нужны они топ-левелам. Ну, ждем обнову болот. Что там сделают? Там будет много новых ресурсов, как было обещано. Как это будет, что это будет, не знаю. Скоро узнаем, ребят. Когда? Я думаю, в сентябре будет все-таки обнова. Может быть, вывезут в августе. Чё нет-то? Разработчики точно знают, когда выйдет обнова. Почему? Потому что им поставили задачу, и все. К такому-то числу обнова. Готово, работают. Гард Тень, привет. Хоть и с запозданием тебе привет говорю. Ребят, я корректирую его, да? Я его корректирую, и чё? Ну так просто для разнообразия его чуть-чуть в результате останется и... Изначально первая серия пилотная была с ИИ. Вот это другое было все-таки. Но, блин, против сказали, не понравилось. Что именно? Я вообще ничего не делаю, я жду указаний. Иди туда, иди сюда. Но видите, в чем прикол? В таком формате он не видит экран. Он его видит, но это очень сложный технический процесс. Это надо прям останавливать и давать ему посмотреть, скажем так. Он его в режиме реального времени не может видеть на данный момент. И, понимаете, да? Если бы видел, другое дело. Слышать он меня может, да. Опять же, высокотехническая штука-дрюка очень непросто делается. И чё? Ну вот. Но опять же, надо время, чтобы он подумал, да, ответил. И получается, да, такие тормоза. Опять же, ребят, Йоу, Рейн, если вы реально хотите новичка, я считаю, не такая большая прям беда. Он там вмешивается чуть-чуть уже, этот ИИ. Он никак не мешает новичку развиваться. А если вам вообще нет, вообще, ёб, мне полностью мешает, ну тогда, знаете, ребят, знаете, значит, вы не смотрите новичка, и он вам нафиг не всрался. Вы просто из банды тех, кто против искусственного интеллекта. Вот и все. Реально. Почему? Его очень мало в роликах. Очень. Поэтому зацикливаться на этом, это включать гопника, скажем так. Игорь, привет. Евдокимчик, привет. Я уже видел твое сообщение, но вот только сейчас ответил. Семетрич, спасибо. Надеюсь, ты не разочаруешься в этом. Не поменяешь свое мнение, потому что я не изменюсь. Сказать, значит, поздно уже меняться, то же самое, что ничего не сказать. Я примеры привожу из своих школьных годиков. И чё? Изменился? Нет.
Почему? Я устраиваю себя и такой, все отлично. Есть, конечно, какие-то корректировки, я стараюсь. Саморазвитие это вообще бесконечный процесс. Да, конечно. Самое главное, сильно в себе не копайся. Есть такое выражение «горе от ума». Самые умные люди на планете Земля все... Есть. Вы знали, ребят, что самые умные люди на планете Земля, они все с ума сошли? Реально. Почему? Ну потому что если человек пытается слишком глубоко уйти в мировоздание, вселенной и все того, и все такое, мозг не выдерживает, и у тебя кукушка вообще едет просто. За основу интересно? Ну, отлично. Йоу, Рейн. А, ну вон в чем прикол. Йоу, Рейн, ты как раз вошел в 6 тех процентов, которые проголосовали. Давай оставь команды от ИИ. Выживай полностью, что тебе говорит ИИ. Я понял, Йоу, Рейн. Теперь мне все ясно. Я изначально тоже именно за этот вариант топил. Но тут уже не сколько лаздей, сколько реально шоу просто вот. Что там подумает ИИ. Ну видишь, не зашло подписчикам канала Печка ТВ. Надо именно выживание. И я это тоже могу понять, ребят. Вы подписались что на меня? Из-за ИИ что ли? Нет, из-за моего тупого юмора и всего остального, правильно? Поэтому вот я сделал выбор такой, какой я сделал выбор. И все. И тут уже метаться, значит, из стороны в сторону, только хуже будет. Тут уже все. Назвался груздем, полезай в кузовок. Уже как пошло выживание, так пошло. Повторюсь, ребят, я его корректирую. Я его корректирую, потому что, да, вот, ну, блин, вообще. Иногда очень даже смешно получается. Реально. Иногда полная ерунда. Вообще тупая ерунда. Вообще тупая вот просто слово хорошее. Такая вообще. Думаешь, ёп, ну что ты дичь какую-то. Когда совсем прям, ну никак, ребят, я вырезаю это. Потому что иногда прям вот вообще, как скажет, как в лужу пернут, честное слово. Но опять же, ну вот, это искусственный интеллект. Лучше ничего не вырезать. По идее. Как есть, так пусть и будет. Спайк, спасибо. Следак, спасибо. Я тоже пользуюсь ИИ, но без фанатизма. Все-таки анимировать лучше самому. Это всего лишь инструмент. Гусенок. Ты молодец, ты понимаешь. Уважаемый Игорь, вы видели, что сказал про вас? Я не видел, и мне вообще насрать, что там кто-то сказал. Саня Карпов. А мы в ответ, знаешь, что скажем? Ничего не скажем. Мы не обсуждаем людей за глаза. И уж тем более на стриме обсуждать какого-то другого там ютубера. Саня Карпов, сколько тебе годиков? Там можно понять людей. То есть, ладно, что, агрессируют, ну пускай дальше агрессируют. Ребят, напомню лишний раз. Когда вы агрессируете в этом мире, вам все вернется. Это не значит, что надо там ее вторую щеку подставлять или еще что-то. Я об этом говорил миллион раз. Но когда с тебя говно течет, ты сам в собственном говне и потонешь. Почему? Потому так устроен этот мир. Поэтому, Саша Карпов, ты меня смотришь или кого? Ты уже определись, кого ты смотришь. А мне вот это не надо приходить, говорить, кто там что сказал, кто там что пернул. Да мне вообще насрать. Я от своих подписчиков только слушаю. Ты понимаешь, в чем прикол? Мне мнение, как чье-то там вообще... Вообще. Я подписчиков своих слушаю. Потому что это единственное мнение, которое в моем случае стоит слушать. Разве нет? Что, я кого-то еще должен слушать? Я контент кому делаю? Своим подписчикам. Значит, если уж и выслушивать критику, то только от моих подписчиков. Все остальное вообще плевать.
То есть ценное могут мне только мои подписчики сказать. Все остальное, похвала это или негатив, это просто вот пустота. Воздух сотрясают. Саня Карпов, я тебе делаю последнее предупреждение. Продолжаешь обсуждать какого-то другого блогера. Иди его и смотри, если тебе так нравится. Мне не надо тут рекламы делать каких-то других типов. Хорошо, Саша Карпов? Если ты меня не понял, смотри, я тебя сейчас замучу до конца стрима. Хотя стрим-то уже заканчивается. А вот это, да нет, я тоже просто. Блин. Афробой. Привет, спасибо. Да ладно, не мог. Афробой, я просто времени тебе сэкономил и все. На поиски информации. Как это собрать, как это взять. Почему? Ну я давно уже понял, что вот не у всех есть время бегать и тыкаться и искать какие-то моменты в игре. Есть время быстро посмотреть ролик в виде гайда и узнать ту или иную информацию, чтобы сделать чоппер, вездеход, или выбить карбон, или где винты выбить. Да, это нормально, что. Я этого сразу не понимал, а потом понял. А потом, когда сам начал искать гайды для второго канала там по играм, вообще был в восторге. 4 часа трачу просто на запись ролика. Задумка была такая, что я там соберу этот плотик, там не плотик. Все, 4 часа в пустоту я так и не нашел. Бегу в интернет, смотрю, значит, блогера. Он снимает 5-минутный ролик буквально, где то, что мне надо. Бамс, и готово. Думаю, ёп, 4 часа жизни потратил в пустоту. Вместо того, чтобы посмотреть этот гайдик, и готово, блин. И спокойно продолжить играть и снять контент. Реально. Зачем вообще собирать вездеход? Вездеход, ты не участвовал явно в ивенте «Грязь и металл». Очень даже уже есть контент. Временные события, отлично. Разработчики нам показали, зачем собирать вездеход. Скоро временное событие превратится в очень невременное, а в постоянные болота измененные. Но если у тебя нет желания собирать вездеход, красавчик, не собирай. Заранее тебе говорю, ты не сможешь играть в контент, который совсем скоро выйдет в новой обнове. Потому что это будут новые болота и вездеход тот самый, который ты говоришь не надо собирать. Ай, нет. Твою. Так, добьем? Блин, я надеюсь. Да ну нет! Мужчина! Твою. Ты негодяй, а? Стреляем его вот так, да, ребят? Потому что, ну, это не прикольно что-то. Стой, не шевелись, засранец. Вот, 33 криты вылетают. Неплохо, да? Блинчики. Сейчас бы довыделывался. Давай. Нет. Фу, блин. Ужас какой. А Собакин все, устала, надоело ей. О, кстати, да. Ларри 1841. Кто говорил только что, зачем вообще собирать вездеход? А вот событие разведка идет. Ты не смотрел явно мои ролики, да? Ты новичок? И чё? Вот это событие разведка изи-пизи. Прокачивали все, у кого есть вездеход. У кого нет вездехода, просто нормально. Просто нормально играли. Но не легко. Легко только на вездеходе. В него 4 ящика загружается. Ну, как бы вот. Так что под вездеход уже есть контент в данный момент. Его будет становиться только больше, больше, больше и больше. Игорь, извини, меня зовут Саня Карпов. Саня, я уже тебе сказал, за что ты, не надо ни за что извиняться. Да ой, Саня, слушай, я тебе говорю, не загоняйся, не заморачивайся. Понимаешь, вот смотри, мы все люди живые, да? А если ты блогер, ютубер, скажем скромно, ютубер.
У тебя есть прямые трансляции, если это еще хлеще. Ты постоянно на виду. И чё? Ты можешь что-нибудь ляпнуть. Потому что если ты будешь прям рот на замке, кому ты нафиг тогда всрался, если ты молчишь? Ну ты можешь ляпнуть. И чё? И не всегда это будет сказать, а будет ляпнуть. Поэтому, а настроение бывает всякое разное. Мало ли что у человека может случиться. Может случиться такое, что тебя будет бомбить, из тебя говно прям польется. И ты столько наговоришь, базаришь, и что теперь? Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Но при этом, Саша, мне бежать и сообщать не надо, что кто-то там что-то там плохое про меня сказал. Мне вообще насрать, я уже сказал. По понятным логическим причинам. А что, мне должно быть не насрать, что ли? Да если бы мне было не насрать, я бы дальше, значит, каналу полгода не ушел. Да, конечно. Сколько хейта, сколько говна. Это современный мир. У нас, у человека, в руках вот такие штуки-дрюки. И в них практически полная анонимность. Соответственно, у тебя там что-то не задалось в школе, на работе, дома. Человек заходит в интернет и выливает это все говно в интернете. Другим людям на голову. Включая меня. И чё? Блин, надо понимать, что, ёп, не принимай близко к сердцу, не обращай внимания, иначе сдуреть можно. Поэтому, Саш, блин, мне вообще, знаешь... Я слушаю только подписчики, когда вот пишут там, вот это понравилось, вот это не понравилось, разочарован, а почему ты вот так сказал, еще какие-то ситуации. То есть все, и мои подписчики об этом знают. Всякие бывали ситуации. А бывают вообще не по моей вине. Я что-нибудь ляпну, какой-нибудь прикол, но учитывая, что меня смотрят из разных стран, в определенной стране этот прикол может быть вообще не прикол, а наоборот дичь какая-то. И уже начинаешь фильтровать какие-то слова там. Но опять же, если все нормальные люди, ты и я, то мы с тобой разберемся. А вот это вот, значит, включить барана, быка, да, там, и все, докопался до слова. Ну, чё. Кто спрашивал про карбон? Вот еще 2 карбона. И это, ребята, много. Учитывая этот карбон, берите его, если он вам реально нужен. Это долгая штука, карбон. По поводу, значит, вездеходика-то, да? Вот в конце покажу. Вездеход 4 больших ящика грузится. Это очень круто. Это уже актуально прямо сейчас. И не в период события разведка. Не в период события разведка актуален вездеход. Он просто актуален в период, ёп, выживания в Last Day. Потому что вот эти ящики, это дофига делов. Это очень много. На вездеходе ты можешь поехать и нафигачить этих ящиков, ёп. 4 штуки, это очень круто. Ну тут надо поиграть подальше, дойти, чтобы понять, насколько это круто. На этой замечательной ноте я с вами прощаюсь. Ребят, огромное спасибо всем, кто был в этот жаркий день. Ну не у всех жарко, но у многих жарко. Это был субботний у нас Last Day, скажем так, да. Отдельная благодарность в очередной раз нашим модераторам. Ребят, огромное спасибо за помощь в проведении стримов, за модерство в нашем чате, конечно же, где нас тысячи, и это капец. Ну и отдельное огромное спасибо всем, кто продолжает поддерживать донатами. Огромное спасибо за поддержку. Всем, ребят, хорошего завершения дня, выходного. Ну и побыстрее уехать, если вы реализуете куда-нибудь на море, не на море, да. Но обнову ждем. Я думаю, ее не будет в августе. Я думаю, она будет в сентябре. Поживем, увидим. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.